Инструмент, который раньше стоил $200 и был доступен только в подписке Pro, теперь доступен всем. Инструмент глубокого исследования. Давайте его потестим в этом видео. Знаете, мне нравится вот эта вот конкуренция, которая идет сейчас между моделями искусственного интеллекта. Grok, DeepSeek, Perplexity, что там у нас есть еще, Claude, ChatGPT. Все они пытаются конкурировать. И в этой конкуренции, мне кажется, выигрываем только мы с вами. Потому что те функции, которые сейчас идут и появляются в том же там ChatGPT, они через время становятся доступными всем. Например, инструмент глубокого исследования. Он стоит $200. Нужен совершенно не каждому. Но при этом потестить, посмотреть его хотелось бы. Но я его, у меня подписка плюс. Я не хотел переходить на Pro только для того, чтобы потестить инструмент глубокого исследования. Я не так много провожу исследований. Поэтому мне эта функция, в принципе, незачем. И я знал, что спустя время ChatGPT, компания OpenAI откроет этот инструмент всем. Так оно и случилось. Смотрите, значит, инструмент глубокого исследования. Единственное, здесь стоят ограничения. То есть мы можем использовать этот инструмент только определенное количество раз. Поэтому, если вы хотите просто потестить и задавать какие-то глупые промпты, то я этого делать не рекомендую. Сначала подготовьтесь, найдите тот хороший промпт и то реальное исследование, которое вы хотите провести. Потому что у вас есть всего 10 попыток в месяц. Это не так много, с одной стороны, и это не так мало с другой стороны. Я уже одну из своих попыток, соответственно, использовал. Сейчас вам покажу ответы от ChatGPT. Я еще раз скажу, я буду показывать ответы ChatGPT, которые, соответственно, он мне дал. Потому что я не вижу большого смысла проводить все это в прямом эфире. Ответ на вопрос занял достаточно длительное количество времени. Я не помню, там около 10 или 7 минут занял. Но при этом ответ получился достаточно качественный. Значит, смотрите, я спросил у ChatGPT провести исследование, провести глубокое исследование моей целевой аудитории для Instagram профиля. Соответственно, расписал, что мне необходимо. Большой, достаточно объемный промпт. Все промпты, которые я использую в этом своем видео, либо в других своих видео, я, соответственно, беру их со своей базы промптов в Telegram-канале. Ссылка находится в первом закрепленном сообщении. Там Telegram-бот, он выдает, соответственно, доступ к каналу, где вы можете получить доступ к базе промптов, к чату для общения, к различным раздаточным материалам, таким как шаблоны для автоматизации Make, шаблоны N8N, промпты, предложения, таблицы, и, соответственно, все, что связано с искусственным интеллектом, все находится тут. Поэтому я отсюда активно использую для своей работы все материалы. Значит, я задал промпт ChatGPT. Что он сделал предварительно? Он мне задал вопросы. То есть он сказал: хорошо, я понял твой промпт, тебе нужно провести анализ целевой аудитории. Что необходимо сделать? Нужно ответить мне, пожалуйста, на несколько уточняющих вопросов. Таких уточняющих вопросов может быть до 10. Я видел вот максимум 10 вопросов там в каком-то обзоре у человека в одном видео, где он задал просто такой односложный промпт в ChatGPT и хотел потестить тоже эту функцию, и ChatGPT ему выкатил там 10 вопросов для того, чтобы четко провести исследование. Мне же он задал всего 4 вопроса. Первый вопрос касался географии, то есть он спросил: ты хочешь провести исследование для определенного региона, для определенной страны? Я сказал: да, мне нужно исследование для определенной страны, и выбрал страну Россия. Значит, дальше он спросил: какой язык контент ориентирован на русскоязычную аудиторию или международную. То есть это тоже важно для исследования. Дальше он спросил про формат, в каком формате я бы хотел получить от него ответ. Я сказал, что я хочу получить во всех форматах, которые, соответственно, тебе удобны. И дальше он спросил фокус на нишу, то есть продвижение в социальных сетях. Это широкая тема, вас больше интересует какие направления. Я ему также быстренько дал ответ, и после этого он начал работу. Значит, здесь показано, что весь процесс занял 6 минут. На мой взгляд, процесс занимал минут 10. То есть я долго ждал, пока вот этот вот процесс происходил, исследование, но
Хорошо, будем верить, что прошло 6 минут. И смотрите, он взял всего 13 источников для формирования ответа. Взял всего 13 источников. Здесь мы можем посмотреть, как проходила активность, то есть какие вопросы он задавал, из какого источника он брал эту информацию, как он все это вместе скреплял для того, чтобы отдать мне вот этот вот отчет с глубоким исследованием. Также здесь мы можем посмотреть источники, то есть перейти по источникам, откуда он непосредственно брал всю эту информацию. Хорошо. Дальше он мне выдал вот такой вот анализ целевой аудитории. Смотрите, ну, во-первых, да, он объемный, достаточно большой анализ целевой аудитории. Во-вторых, он полезный, то есть, я не знал, как найти это слово, он реально полезный. То есть, если, смотрите, я этот же промпт отправил во все возможные искусственные интеллекты. Единственное, в Клод не отправлял, потому что Клод еще не умеет делать достаточно большие исследования, которые будут актуальны на сегодняшний день. Поэтому я отправил в DeepSeek, я отправил тот же самый промпт, я отправил, соответственно, в Grok тот же самый промпт, я отправил в Perplexity тот же самый промпт и хотел просто сравнить ответы. Если сравнивать ответы, то ответ от Perplexity, на мой взгляд, получился, ну, как бы неплохой. Он получился достаточно стандартный. Это я не скажу, что вот полноценное исследование, хотя я до этого снимал видео про Perplexity и говорил, что да, это в принципе хороший ответ. Но знаете, он не развернутый. Он как, такое ощущение, что чем-то ограничен был. Вот. Ответ от Грока мне тоже зашел, но здесь я заметил очень много воды. Хотя в точность по определению целевой аудитории он тоже хорошо попал. То есть мне ответ от Грока тоже понравился. От DeepSeek ответ мне меньше всего понравился, потому что здесь просто получился какой-то маркированный список и достаточно шаблонный, простой ответ. То есть возраст 18-45. Ну, блин, основная группа 25-35. Но это слишком широкая аудитория. Здесь даже поэтому уже понятно, что ответ так себе. Плюс ни один искусственный интеллект, то есть ни одна нейросеть не задавала мне уточняющие вопросы. То есть чат GPT же это сделал. И ответ от чат GPT мне зашел больше всего. Я уверен, что из других источников я возьму, соответственно, как что-то подчеркну для себя. То есть я сейчас прочитаю, все это посмотрю, изучу, на это уйдет большое количество времени, но я что-то подчеркну для себя. Но больше всего я подчеркну для себя, я даже уже здесь по этим вот ответам я вижу, что здесь лучше сформирован ответ. Здесь лучше проведен анализ именно для моей целевой аудитории. То есть он понимает, что в России Инстаграм заблокирован. Он сказал, что необходимо использовать VPN. Да, вот самый такой банальную вещь. Дальше он, значит, сказал, сколько людей сейчас смотрят, что они смотрят, как они смотрят, как мне продвигаться, какие инструменты использовать, какие инструменты мне доступны. И все это есть вот в этом вот ответе. Поведение аудитории в Инстаграм, что они делают, соответственно, какие видео смотрят, какая длительность должны быть видео, тренды, которые сейчас актуальны в контенте для моего региона, самое вот важное. То есть он использовал русскоязычные источники. И самое интересное, смотрите, чат GPT взял 13 источников, выдал мне вот такой вот ответ. Ответ достаточно большой, массированный, ключевые рекомендации, полный анализ. DeepSeek заявляет, что он не показывает. 36 секунд занял ответ от DeepSeek, и он не показывает количество источников. Grok сказал, что он проанализировал 80 источников, и ответ у него занял 40 секунд. Этот Perplexity, значит, он сказал, что он провел анализ. На анализ у него ушло вот 38 источников и, соответственно, какое-то тоже определенное количество времени, там, около минуты или 2 минут. И у них, они все показывают, что количество источников было больше, но смысл и суть они не уловили. А чат GPT использовал меньшее количество источников, но при этом он четко рассказал мне, что делать, и, соответственно, адаптировал именно под мои запросы. И пока функция глубокого исследования
Я рад, что, да, она пока не так сильно, как бы у нас есть ограничения, поэтому мы все исследования будем, которые в будущем будем проводить, мы будем их тщательно к ним готовиться, но функция глубокого исследования у ChatGPT, она, соответственно, пока, на мой взгляд, самая лучшая среди всех нейросетей искусственных интеллектов. Обязательно ее попробуйте. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, YouTube-канал. С вами был Гризуевич. Ищите меня в социальных сетях. Пока.